Господин доктор, у меня проблемы. Воображение, ну, для меня это, знаешь, для меня это вход к душе. Вот Что это такое? Я же маленькая, худенькая, стройненькая. Надо просто вот так вот накидать. вот состояние, которое мы достаем изнутри, мы способны его вообразить, чтобы оно преобразовалось в какую-то форму. Это твой вход на территорию воображения. Надо просто вот так вот накидать. А чем отличается воображение от фантазии и от мечтаний? А вот это самое опасное. Фантазии, они не имеют ничего общего с реальностью. И талантливая, красивая, умная, да, но доктор, у меня проблемы с самооценкой. Ум — это помощник нашей души, а не наоборот. Может заплатить и жить легко? Или как? Вот как? Вера укрепляется действиями. То А есть когда ты мы идем, убийца фантазии? там нету исцеления. Мечты, они более плотные, они ощущаются по-другому. На фантазии не реагирует тело. Моя реальная жизнь полностью разрушится, если я увижу что-то другое. Это же рехаб, понимаешь, рехаб. Да. Мы же думали, что Да. только наркоманов, алкоголиков по рехабам. А нам оказалось, этот рехаб, он очень тоже нужен, вот, Да. творческий рехаб. Да, будем исцеляться творчеством. И мне кажется, что это самое экологичное лекарство в мире – это творчество. Всем привет! Вы на канале «Сила вдохновения». Сегодня наш творческий рехаб с Аленой Веды. Я Сана Будяк, тренер творческого мышления. Сегодня тема нашего подкаста – воображение. Как оно нам поможет в этой жизни, в наших мыслях и так далее. Потому что Алена активно пользуется активным воображением в работе с клиентами, думаю, с собой. Вот мы сегодня поговорим, что для нас воображение, как оно связано с творчеством, с нашей жизнью. Привет, Алена. Всем привет и привет, Ксюша. Меня зовут Алена, я еще раз представлюсь для всех. Меня зовут Алена, я тренер творческих ментальных состояний, аналитический психолог и мастер духовной трансформации. И воображение — это действительно один из, наверное, самых сильных инструментов, которые я исследовала до, и я понимала, насколько сильна может быть сила воображения и для собственного состояния, и, в принципе, для работы, чтобы понимать, что там происходит в нашем внутреннем мире. И поэтому я рада, что сегодняшняя тема, она настолько, хочется сказать, многокрасочна, многообразна, потому что воображение — это огромная платформа, которая дает нам возможность создавать, наверное, такую реальность, которую мы себе ранее не могли представить, а воображение дает к этому доступ. А как бы ты описала вот простыми словами, что такое воображение? Воображение, ну, для меня это, знаешь, для меня это вход к душе. Вот мне хочется сказать так, да, это метафорически, но именно воображение, оно дает нам способность выходить за рамки ума. Вот, допустим, там человек живет в каком-то определенном, да, видении, в определенном пространстве, в определенном представлении о себе. Воображение дает нам доступ увидеть намного шире, намного ярче, многообразнее, потому что я все равно в моей философии, в моем видении, что каждый человек — это огромная вселенная. И вот именно воображение нам дает возможность увидеть, какая это вселенная. Конечно, тут, безусловно, необходимо работать с головой, с умом, который любит все фильтровать, да, эго, которое не любит выходить за рамки комфорта. И как только включается воображение, оно дает видеть шире, видеть больше, и, соответственно, это дает возможность больше работать с нашими внутренними убеждениями, с нашими внутренними программами, которые ограничивают воображение. Да, потому что для меня воображение — это... Вот раньше для меня это было такое, знаешь, как вот я вижу в воображении мир, который мне казалось, как раньше, который он тут не существует. Но когда я все больше и больше начинала работать с воображением, я начинала понимать, что все, что я вижу в воображении, рано или поздно реально воплотить здесь, в материальном мире. Да, оно будет выглядеть как-то по-другому, но смысл из воображения в реальном мире, он будет одинаковый. И для меня воображение — это не просто инструмент, это, я бы сказала, что это способность человека. Одна из способностей человека. Безусловно, нужно смотреть на типы мышления, потому что у кого-то больше развито тактильное мышление, у кого-то больше развито пространственное мышление, да, у кого-то там внутриличностное, межличностное, а кто-то обладает вот в большей степени именно визуальным мышлением. И это тоже способность, которую можно развивать.
Я так это вижу. А как ее развивать? Господин доктор, у меня проблемы. Вот чувство мне легче представить, да, состояние. Мне легко представить, как я там хочу себя чувствовать. Или, допустим, как я чувствовала себя в какие-то моменты. Я очень легко могу разогнать вот эти состояния. Вот. Но с картинками у меня вообще ужасная проблема. Я вот до сих пор в зеркале вижу барышню 38 размера, понимаешь, и когда подхожу мерить одежду, думаю, ну откуда, что это такое? Я же маленькая, худенькая, стройненькая. То есть у меня вот с картинками вообще какая-то беда. Закрываю глаза, вот даже на сеансах с тобой, но я больше вот состояниями мыслю. Ты когда там говоришь какие-то там, что представить, там, куда мы идем с пятачком, как говорится, мне очень сложно представить вот эти картинки. Вот что с этим делать? Или может это не проблема? Ну, я не считаю это проблемой, потому что вот ты говоришь, да, что ты больше идешь через состояние эмоций. По сути, любую эмоцию, любое состояние, его можно представить в каком-то образе, то есть дать возможность нашему внутреннему миру показать, как это состояние или эта эмоция может выглядеть. Я согласна с тем, что наш ум не всегда готов увидеть, да, это тоже может быть некое как сопротивление ума видеть, как сейчас выглядит это состояние, но когда мы даем себе свободу видеть вот состояние, которое мы достаем изнутри, мы способны его вообразить, чтобы оно преобразовалось в какую-то форму, и дальше с этой формой мы уже можем что-то делать. И я не считаю это проблемой, это скорее, знаешь как, сначала для себя определить, какой тип мышления для тебя самый активный. Вот какой тип мышления для тебя сильный. Да, вот есть способы определить. И когда ты определяешь, какой тип мышления для тебя самый сильный, это для тебя уже ключ к внутреннему миру. То есть вот к этому миру воображения. И через твой тип мышления можно дальше развивать воображение. Потому что для меня все равно воображение – это та часть, которая внутри нас активирует внутреннего мечтателя. Это та часть, которая внутри нас активирует внутреннего гения, внутреннего творца. То есть вот воображение, оно очень большой потенциал имеет внутри. Но ключ входа все равно будет через типы мышления. У меня есть некоторые клиенты, которым в начале нашей работы было очень сложно идти в воображение, да, то есть видеть картинки. И когда мы начинали работать, я исследовала, давала человеку возможность себя исследовать, чтобы человек осознавал, через что он познает этот мир. Вот именно познает мир. Потому что кто-то через действительно тактильные контакты, кто-то через слух, кто-то через звуки, да, кто-то через взаимодействие с другими людьми. У всех абсолютно разный вход в это духовное пространство. И когда мы находим основной тип мышления, мы начинаем развивать сначала основной тип мышления, мы его активируем больше, а дальше из этого начинаем простраивать воображение. То есть мы постепенно, шаг за шагом даем возможность простроиться картинке, которая выходит за рамки ума. И я очень часто замечаю такие истории, когда человек говорит, у меня нет воображения, у меня нет фантазий, у меня нет мечтаний. Да? А если нет мечтаний, нет фантазии, нет воображения, то на самом деле это не значит, что этого нет, а это значит, что есть какой-то ограничитель внутри или есть невнимательность к своему основному типу мышления, и, соответственно, знаешь, нет вот этой структуры, рабочей структуры, как это соединить и как нарисовать эту картину. И здесь, опять же, нужно развивать сначала то, что у тебя сильнее в данном случае, потому что это твой вход на территорию воображения. Вот я это вижу так. И постепенно с клиентами я уже начинаю видеть, что и мне дают обратную связь о том, что я не представляла, что у меня настолько многообразное воображение. То есть мы нашли ключ, открыли эту территорию, все, у человека. Для тебя это вот твой тип мышления основной, это вход в эту территорию. Да, то есть мы не можем упустить твои способности, которые в тебе природные, они в тебе намного сильнее, и мы сначала активируем это, развиваем, и дальше переходим на территорию воображения. И развиваем уже вот эту как
второстепенную часть, которая соединяет тебя с территорией твоего внутреннего воображения, твоего внутреннего мечтателя. Ну, правильно же я понимаю, воображение — это все-таки картинки. Да, это образное мышление. Это, по Мгм. сути, образное мышление, когда ты можешь дать возможность своему подсознанию нарисовать любую картину, которую твое подсознание хранит, либо как воспоминание, либо как ассоциацию, либо как определенный образ, да, неважно, потому что любое состояние, оно имеет свой образ, имеет свой вкус, имеет свой звук, имеет свой масштаб, объем, да, и любое состояние его можно разобрать на огромное количество деталей, и вот с каждой из деталей работать на уровне подсознания и бессознательного. И это уже дает возможность расширить свое сознание. Но в целом, да, если проще говоря, то это картинки. Но в этой картинке хранится огромный объем информации, с которой дальше можно работать. Мгм. Да. А чем отличается воображение от фантазии и от мечтаний? Вот какая вот разница между этими тремя понятиями? Ну, смотри, фантазии, они очень часто связаны именно с нашим умом. И вот чем чище наше сознание, тем у нас больше возможность дать свободу воображению. Потому что бессознательное и воображение, они очень связаны. Но что людей останавливает, почему люди уходят на территорию фантазий? Потому что фантазии, они все-таки поприятнее. Да, вот, фантазировать какие-то себе картинки, которые приносят удовольствие, это, безусловно, приятно. Но приятно кому? Да, вот если задаваться вопросом, кому это приятно? Это приятно нашему уму, это дает спокойствие нашему эго, что вот фантазия есть, она приятная, ничего не тревожит. Воображение — это другая территория. Здесь можно увидеть не только приятные вещи, но и то, с чем необходимо работать. То есть воображение, оно дает более честную информацию того, что происходит внутри. И вот это разделение, его очень важно осознавать, потому что люди очень часто зависают в фантазиях, и ум этим питается, в реальности у человека ничего не происходит, да, но он живет в фантазии. У меня была ситуация, у меня был клиент, один парень, он айтишник, у него постоянная работа, да, связанная с умом, у него постоянная работа связана там, с какими-то расчетами, еще с чем-то. То есть у человека хорошо развит интеллект, хорошо развит ум, хорошо развит рационал. И когда мы начали работать, он мне сначала он выдавал постоянно сопротивление идти на территорию воображения. И я у него спросила, я ему говорю, а что тебя пугает? Вот если ты что-то увидишь другое, отличающееся от того, что у тебя сейчас есть, что тебя пугает? И он сказал, я боюсь, что моя реальная жизнь полностью разрушится, если я увижу что-то другое. И я ему предложила посмотреть на эту территорию воображения и с позиции просто познакомиться. И там действительно мы нашли очень много тех ценностей жизни, которые он не вкладывал в свою реальную жизнь. И я ему предложила, ему говорю, давай мы не будем разрушать твою реальность, которую ты себе настроил. Но мы по чуть-чуть начнем из воображения брать эти подсказки, которые нам дает подсознание, и встраивать в твою жизнь. И у человека со временем, помимо того, что у него его основная деятельность, он начал заниматься там, еще с кем-то какой-то проект делать, еще с кем-то. И постепенно его деятельность, она стала не заполнила всю его жизнь, а это его жизнь, она была похожа на жизнь в уме, да, когда только рационал, там отсутствие чувствования, там отсутствие вообще какого-то проживания, там четко работа, работа, работа. И вот когда мы вышли на территорию воображения и оттуда взяли подсказки, что еще важно этому человеку, а по сути, да, как наша душа приходит сюда эволюционировать, есть предназначение, есть ценности, которые приносит душа в этот мир, и это очень важно видеть. И вот воображение, оно тоже нам дает возможность достать те ценности, с которыми человек пришел на эту землю. И сейчас вот мы периодически работаем, и я вижу, что у него разворачивается жизнь совершенно в другой спектр. И это очень интересно, потому что и человек меняется в этом. То есть он стал более живее, он стал более, знаешь, вот уже эмоции видны, уже ему интересно исследовать состояние, которое выдает воображение и подсказывает, на какую территорию идти.
Про сны. Сны — это же тоже в какой-то степени работа с бессознательным, когда бессознательное через образы дает символические подсказки. И очень многие люди, им нравится застревать в территории снов. То есть их жизнь, она выстроена определенным образом, но она им не нравится. И люди во снах видят что-то, видят какую-то информацию, которая им нравится, и они не хотят даже выходить из Просыпаться. территории снов. Понимаешь? И вот это тоже говорит о том, что воображение работает во снах, оно выдает свои образы, оно дает свой символический контекст, который нужно разобрать и внести в свою реальную жизнь, чтобы изменить, но люди выбирают лучше перевалиться на территорию сна, лучше не просыпаться и жить во снах. Да, а реальность остается реальностью, и человек с ней ничего не делает. И это тоже это приводит потом к последствию, приводит к психическим разрушениям, потому что люди сбегают из реальности в свои, например, там, сновидения, да, а значит, в реальной жизни очень опасно, если человек застревает в своих фантазиях. Поэтому разграничивать фантазии и воображение очень важно. Потому что воображение, опять же, это не всегда то, что прям вот максимально вот все прекрасно. Да? Вот это все прекрасно, оно больше на территории фантазии, потому что там, где воображение, нужно делать шаги, нужно делать действия, нужно что-то менять в реальности, если мы берем информацию из воображения. То есть эти люди, получается, которые там застряют в компьютерных играх, допустим, в телевизоре, в сериалах, Да, они, получается, в чужих фантазиях застревают. в чужих жизнях. Проще говоря, это люди, Получается, которые застревают в если чужих жизнях. одни там в сновидениях, они хотя бы в своих, да, фантазиях, то эти прям вообще как бы, чтобы не жить реальной жизнью, да, легче куда-то погружаться, проживать всю жизнь. Ну, это Да, же иногда да. интересно, допустим, книжки читать и проживать что-то в жизни, какой-то опыт брать. Ну, так говорится, отдельная история. А мечты? Вот, еще про мечты хотела поговорить. Вот, как они отличаются от фантазии и воображения? Ну, мечты, как вот мы опять же говорим про наше духовное, мечты — это то, что реально может быть в нашей жизни. То есть мечты чем отличаются от фантазий? Мечты, они более плотные, они ощущаются по-другому. На мечты реагирует тело, на мечты реагирует сознание, на мечты реагируют эмоции и состояние. На фантазии не реагирует тело. Это знаешь, как выглядит, если вообще упростить это видение? Фантазии — это все, что происходит в уме. Вот ограниченное пространство в уме, да, ум рисует какие-то То фантазийные есть, что я картинки. там себе напридумаю, это фантазия. Человек себе напридумал то, что ему нравится. Да, не обязательно, что это как-то соответствует с его предназначением, с его реальным желанием это создавать, но это просто его радует. Да, вот такая вот себе фантазия. Очень часто фантазии можно посмотреть как заблуждения. Да? То есть человек просто себе нафантазировал, он в это верит, но при этом это не дает ему ресурса. Фантазии никогда не дают ресурса. Если воображение нам дает ресурс, влияет на состояние, на эмоции, тело реагирует, точно так же, как и мечты. Вот я считаю, что мечты — это то, что мы приносим в эту жизнь, и то, что мы способны создать. Фантазия — это очень часто то, что связано с заблуждениями, потому что работает какая-то программа ума создать вот эту картинку, на нее нет реакции особо никакой, но она просто радует тем, что она есть. Я у клиентов периодически вычищаю фантазии, когда, например, вот просто банальный пример приведу. Девушка, да, у нее есть фантазия о том, что у нее, там, не знаю, вот тот мужчина, вот это ее 100% партнер. Мы очень долго выгружали эти заблуждения из ее головы, потому что она в это верила в корне, прям просто в корне. У мужчины своя жизнь, у него там уже своя семья, свои процессы, а она все равно, знаешь, вот она, мы скоро встретимся. Это Вот как это, в мы скоро кумиров встретимся. влюбляется еще, да? Да, да, это тоже фантазия, та же фантазия. И она несколько лет жизни вкладывала в то, чтобы и свою жизнь подстраивать под образ этого мужчины. Да, то есть она за ним наблюдала там в соцсетях, она за ним следила и так далее. Да, так просто представь, она настолько, она следила, она смотрела, какая у него семья, она подстраивала себя из вот этой фантазии, она подстраивала себя, свое развитие, свой образ жизни под историю другого человека.
Да, а это, по сути, просто зависимость от этой фантазии, которая не приводит ни к чему хорошему. И когда мы начали чистить это все, у нее был просто ужас от того, что она не видела, что на самом деле это просто подпитка фантазии, которая не имеет ничего общего с реальностью. А вот это самое опасное. Фантазии, они не имеют ничего общего с реальностью. И когда мы начали работать с ее мечтами, да, вот о чем мы говорим, мечты, которые я ее погружала в тело, мы через тело находили отклики на мечты, которые у нее есть. В итоге оказалось, что она вообще мечтает о совершенно другом и другой жизни. Да, что ей этот мужчина, он даже ей чисто на уровне тела, разума и души, что его образ жизни не откликается ей. И, безусловно, это было, сначала это было такой переломный кризис, когда нужно было осознать эти вещи, но когда мы начали выходить в ее мечты, в ее образы, которые живут внутри нее, то оказывается, во-первых, что интересно, когда люди погружаются в область фантазии, их тело начинает болеть и заболевает хронически, то есть тело начинает давать сигнал не туда. Вот не туда, ты идешь не туда, посмотри в тело, дай возможность телу тебе рассказать, и тело тебя перенаправит. Но здесь была полная отключка от тела, только из ума, да, вот это вот проектор работал только в одну сторону, и, соответственно, жизнь выстраивалась таким образом. Мечты, они, вот что мечты, что наше воображение, потому что оно связано с бессознательным, с личным бессознательным. Самое главное, что они имеют для нас ресурс. Даже если в воображении на каком-то этапе мы достаем какие-то неприятные вещи, вот в сопровождении, соответственно, через воображение что-то достаю, там какую-то программу, какое-то состояние человека, мы с этим работаем, мы находим ответы, и человек из себя же достает, какие шаги он делает дальше, что ему нужно, что для него важно, что для него ценно. Вот. Фантазии не дают такого ресурса. Да, и самое интересное, что когда вот введу человека, и мы разбираем фантазии, самое страшное, что может произойти для человека, это когда на уровне эго выступает боль от того, сколько времени было потрачено на обслуживание фантазии. И вот это проживание, оно, естественно, знаешь, психика в какой-то степени защищает от этого проживания, но и стремится это прожить, чтобы вот это отпустить. И чтобы выйти на реальную дорогу, куда человеку важно и здраво идти. Вот поэтому мечты, они важны для нас, потому что вот то, о чем мы мечтаем, и нас это заряжает, мы от этого получаем ресурс, а не нам, да, там какие-то страдания, постоянно какие-то там сложности, как в фантазиях происходит. Мечты, они в любом случае дают нам такие, знаешь, как я говорю, световые волны подсвечивают нам, какой шаг сделать, что развивать, какие навыки получать, как действовать. Вот мечты — это то, к чему мы действительно способны прийти. Потому что, опять же, да, если говорить про духовную составляющую, то наши мечты — это то, что уже есть в нашей реальности. Уже есть. Оно уже для нас есть. То есть мы уже можем это воплощать. Ну, у вас они дают энергию, они состоят из энергии, они уже материализуются с помощью этой. И дают, получается, вот эти состояния, которым нас сейчас все учат, в том числе и мы, да, что почувствуйте состояние, как вы хотите там себя чувствовать, если там, вы будете жить в доме мечты и так далее, там, и тому подобное. И получается, это то, что дает энергию и материализует мысли, вещи и так далее. Да, и самое интересное, что когда мы погружаемся в мечты, воображение соединяем и мечты наши, да, то на уровне ощущений мы чувствуем это родным, нам это понятно, понимаешь? А фантазии, вот чем даже такое можно разделить, посмотреть на это. Фантазии — это как вот та морковка, которая недосягаема. Но человек очень много усилий делает, чтобы к фантазии прийти, а не получается, понимаешь, не получается. Или наоборот, создает такую фантазию нереальную, да, к которой невозможно прийти, он такой, ну, не получилось. Я просто, ты рассказываешь, да. У меня мама такая, она всегда себе придумывает какие-то условные цели, которые недостижимые. А потом такая разводит руками, ну это не было невозможно изначально. Вот, то есть она создает заведомо такие вещи, даже не прикладывает усилий, чтобы они сбылись. И
наконец-то у меня сформировался запрос. Ты знаешь, я вечно прихожу без домашнего задания, да, на сессии. Я поняла, что вот мне сейчас надо в продолжение того, о чем мы говорили перед подкастом. Мне нужна ревизия моего видения жизни моей мечты. Потому что, во-первых, я давно не прописывала это, я не создавала, да, вот видение своей жизни, вот как называют, не знаю, там квантово, там, лучшую версию, неважно. И я давно ее не переписывала, исходя уже из новых самоощущений, самоидентификации, потому что что-то отвалилось уже в процессе, я понимаю, что это не мои мечты, то есть мы с тобой об этом говорили, что когда мы себе приписываем чужие мечтания, тогда это тоже не реализовывается, потому что это не моя мечта, допустим, создать детский центр, а у меня там он был прописан, да, из серии. И, дорогие зрители, если хотите, чтобы Алена пропесочила, сделала ревизию. Отшлифовала алмаз, да, уже отшлифовала алмаз. в записи, если хотите подсмотреть сессию на эту тему, пишите в комментариях. Может, проведем с тобой сессию под запись, чтобы люди увидели, как это работает. Потому что в том числе, наверное, активное воображение мы тоже задействуем. Потому что как раз дорога к мечтам, она действительно идет через активное воображение. Потому что как представить то, чего еще не знаешь, чтобы будущее не было похоже на прошлый опыт, да? То есть чтобы не тянуть багаж вот этот вот за собой, чтобы просто вот очиститься и не бояться идти вперед, потому что, вроде наши мы с тобой барышни смелые, да, мне кажется, что мы до сих пор не живем жизнью мечты, по крайней мере, я не живу жизнью своей мечты, потому что я до конца не верю, что это возможно, потому что я до конца не верю, что я вообще в Калифорнии живу. В смысле? Я сегодня у бассейна такая, в смысле на английском говорить? В смысле я в Америке такая. Вот. И мне кажется, что вот это неверие, да, что я до конца не верю, что это возможно. Я наблюдаю, я вроде тоже помогаю людям достигать чего-то, да, и там приходить к границе возможного, но иногда, когда сапожник без сапог, да, вроде создаешь жизнь мечты, вот на чего-то всегда постоянно не хватает. И мне казалось, думаю, может, из-за того, что у меня воображение не так сильно развито, я эти картинки не вижу, я, как говорится, не могу представить себе цвет дивана, который я хочу в доме моей мечты. Я как бы утрирую. Мне когда все рассказывают, я то хочу, такая, почему я этого не вижу? И я переключилась на ощущения, да, и этого все равно недостаточно, потому что вроде когда нет картинки, но опять же, это мои ограничивающие убеждения, если я не вижу картинки, значит, я не знаю, куда идти. Я такая, вот, и поэтому сейчас, слушая тебя, я поняла, что мне срочно нужна ревизия этого видения, вот, чтобы понять, что мое, что не мое, что уже, знаешь, и действительно я поняла, что в первую жизнь захотелось попросить помощи, да, потому что всегда думаю, я сама выгребу, я все сама разберусь. Я понимаю, что уже работая с тобой, да, больше 2 лет, я понимаю, что самой очень сложно разобраться со своими мыслями, состоянием, потому что надо все-таки, чтобы кто-то тебя зеркалил, да. Не зря же говорят, из себя не видно. Поэтому надо, чтобы подсвечивали, чтобы помогали видеть в любой ситуации. Знаешь, я дева, да, я прям не сильно там гороскоп, но я знаю, что есть особенности, да, у дев. И даже вот как, допустим, да, как я исследую мир, в том числе, мне через другого человека взаимодействуя, в любом случае проще видеть, слышать и чувствовать, что в этом моменте происходит, что мое, а что не мое. Потому что когда ты сама с собой, да, у тебя происходят свои процессы. А когда ты взаимодействуешь с миром, а по факту ты взаимодействуешь с коллективным сознанием, и ты можешь видеть намного шире и больше, чем, например, просто взаимодействуя сама с собой. Поэтому, да, наедине с собой все равно сложнее погружаться во внутренний мир. Это невозможно. Особенно у меня вот этот, как оказалось, да, синдром самозванца, это там мое второе я, да, я вроде как бы понимаю, что там и талантливая, красивая, и умная, да, но доктор, у меня проблемы с самооценкой, да, вот так и у меня. Я вроде понимаю, что много сделал, много это, а потом думаешь, господи, да что ж ты в этой жизни вообще ничего не сделал. А когда тебя кто-то послушал, похвалил, уже так хорошо. Здесь тоже, это, знаешь, с историей с внутренним критиком в том числе.
И тоже через воображение с этой частью можно налаживать контакты, получать свои ответы, чем это выгодно. Потому что наши внутренние части в нашем, да, внутреннем государстве, они так или иначе имеют свои роли, они имеют свои задачи, имеют свои ценности. И мы, как центральная личность, для нас очень важно видеть, прежде всего видеть, о чем эти части, как они выглядят, что они себе представляют, что они несут в себе. Потому что если мы их не видим, не осознаем и ничего с этим не делаем, эти части начинают нас изнутри там, громко нам стучать. Да, это всегда это неприятно. И поэтому воображение, оно нам дает возможность и увидеть свою многогранность, какая там внутри есть, какие части личности для нас важны, какие части личности нам нужны в данном моменте, даже вот движение к нашим мечтам, нам все равно помогает наша внутренняя история. Да, не внешнее что-то, а именно внутренняя история, потому что так или иначе с нашими мечтами соединены определенные части нашей личности. И активируя эту часть личности, взаимодействуя с ней и давая через себя проявляться, мы таким образом и выстраиваем путь к своим мечтам, к своим целям и так далее. Но вот то, что ты говорила про не свою мечту, это как раз то, что взято извне, да, то, что как бы ум увидел, что это понятно, он это взял и присвоил себе, и, естественно, начал тебя направлять в это. Я считаю, что очень важно перенастроить, что ум — это помощник нашей души, а не наоборот. Да, ум не может быть главным ни в коем случае. Это инструмент, который помогает нам в наших желаниях, мечтаниях, целях и так далее. Но не наоборот. Никогда нам ум диктует, к какой цели он хочет прийти. Вот это совсем не по-настоящему и не об истинном. Давно такого не было. Мы пока разговаривали, меня прям, знаешь, унесло картинкой, прям стартап такой. Скоро создадут или уже, может, есть такие шкафчики, да, где можно там одеть свои субличности, да, и перевоплощаться или работать с ними так. Может, это виртуально будет, я не знаю. А так как ты у нас любишь наряды, да, вот я что-то представила, Алена, автор стартапа, создает шкафчик с субличностями, и таким образом такой театр одного актера, но с огромным количеством, ну, вернее, не с огромным, а с субличностями, которые важны в твоей жизни, и с ними можно сегодня так и поговорить с внутренним критиком или там с какой-то внутренней ведьмочкой. Главное знать грань и делать это под присмотром опытного специалиста. Да, здесь очень важно действительно не перевалиться на территорию внутренней части какой-то да, не застрять в этом, потому что эти части, они имеют свою силу, и если не мы управляем, то каждая часть хочет иметь свою власть, да, если мы не центрируемся и не понимаем, что вот я управляю этим всем, а не вот это управляет мной. Вот важно разграничить, что я центрально из себя, как целостная личность, и я управляю вот этими частями целого, а не наоборот. Я могу использовать их в свое благо и в свою пользу, но ни в коем случае не отпускать контроль этого, правильно? Да, да. Ну, здесь именно осознанность, я бы сказала, понимание, что все-таки человек я многогранно, и я могу быть и такой, и такой, и такой. Но этим всем я управляю, я понимаю, как этим ресурсом пользоваться. При этом я остаюсь настоящей. Вот это самое важное, потому что, да, чтобы не было состояния шизофрении, что сегодня одно, завтра другое, люди не понимают вообще, а кто ты есть на самом деле. Но знаешь, как я больше это даже вижу, что наша часть личности — это определенные качества, которые мы можем использовать как ресурсные качества в каких-то своих там процессах жизненных, но при этом мы остаемся в самоощущении вот такими, какими мы есть, со своими чувствами, эмоциями, состояниями и так далее. Ну да, потому что если вот так вот внешне переодеваться, допустим, активировать внутреннего ребенка, да, я себе так представила, 50-летняя тетя там в песочнице с хвостиками, да. Я сегодня активизирую внутреннего ребенка, у меня сеанс. Поэтому да, во всем нужна мера, Да. вера в то, что возможно это контролировать, и мечты, и активное воображение, и с фантазиями не перегибать. Не уходить на территорию фантазии, потому что это территория ума. Там больше как игра.
там нет настоящего. Даже вот если говорить про творчество, фантазия — это, знаешь, как просто кадры из фильма, которые есть, уму это удобно, и он будет что-то для этого делать. Но если мы говорим про живое творчество, то здесь очень важно воображение, здесь очень важно свои мечты настоящие, которые подпитывают это творчество. Потому что фантазия, она не подпитывает, она выматывает скорее. Мне кажется, что вот эти там финансовые пирамиды, все это построено вот как раз на фантазии. Но опять же, я никогда не думала об этом, а сейчас что-то подумала, что действительно люди создают фантазию, показывают людям, да, и люди хотят тоже в эту фантазию зайти, вот, и в основном им платят за это здоровьем и всем остальными финансами и материальными ценностями, потому что, да, вот эти фантазии выматывают, они не приносят счастья, богатства и так далее, потому что они ничего не создают. Они идут в чужую фантазию, хотят заплатить за это деньги и воспользоваться этим, вместо того, чтобы создавать свое. То есть создавать свое им кажется тяжелее, наверное, чем просто там типа заплатить бабки, да, и жить жизнью своей мечты. Это тоже про ум. Это тоже про ум, потому что очень много, вот как пирамиды и так далее, они же выстраиваются по принципу, тоже психологическому принципу манипуляции. Потому что люди думают, что это, как знаешь, легкое получение чего-то, но на самом деле оно разворачивается в совершенно другой истории. Но поначалу преподносится как что-то легкое. Хорошо, но мы же говорили, там, что вот хочется жить, да, с легкостью, из любви в состоянии легкости. Вот, все-таки может заплатить и жить легко, или как, вот как достичь этого состояния? То есть что нам надо сделать, чтобы жить легко? Первое, что мне приходит, это верить. Это действительно верить в то, что нам достаточно сил на создание той жизни, которую мы желаем из своего сердца. Потому что верить, допустим, на уровне ума, это не сильно про реальность. Потому что когда нас тянет сердцем, здесь другой процесс активируется. Нам здесь легче. А если происходят накладки ума, то здесь создаются трудности. Вот такие в любой ситуации, вот в моей жизни, я понимаю, что если начинаются трудности, то мне нужно по-честному посмотреть в эти трудности, что здесь было создано моей головой. Да, и что не резонирует сейчас с моим сердцем. Вот вера, она очень важна в этой ситуации, потому что в нашем уме очень много сомнений, да, сомнений, то есть много мнений, которые звучат со всех сторон. В нашем сердце сомнений нет, наше сердце чувствует. И вот если мы из сердца чувствуем, что этот путь, он нас, опять же, да, вдохновляет, он дает нам ощущение такого воодушевления, нам это нравится делать. Даже если это выходит за рамки ума, и ум говорит, вот надо идти вот так, и только так. Кому надо? На вопрос, кому надо? Только уму это надо. А если то, что мы делаем, это уже трудно, то здесь нужно просто посмотреть, а почему мне это трудно? Вот что мое сердце сейчас чувствует относительно того, что я делаю. Потому что трудно, как вот в моей жизни, да, какие-то стрессы возникают, какие-то трудности возникают, там, потери, еще что-то. В любом случае у нас рациональная часть включается, чтобы просчитать, посмотреть, где какие ошибки были. Вот как я всегда анализировать стараюсь свой опыт, да, но я это делаю через ум, я его использую как инструмент для того, чтобы найти, где какие ошибки были сделаны, осознать это, чтобы это вышло на уровень осознания, чтобы эти ошибки взять как уроки для себя дальше, потому что мне это поможет. Но если мы попадаем в какой-то кризис, тут в любом случае будет трудно. Трудно какой-то, знаешь, это тоже временно. Трудно тоже временно. Но очень важно из этого опыта взять свои уроки, потому что они помогут дальше нам создавать что-то на другом уровне, совершенно другое. Но если, допустим, нам постоянно трудно, да, и не бывает вот этого состояния творчества какого-то легкого или создания чего-то легкого, когда постоянно трудно, то здесь тем более нужно посмотреть, куда я иду. И туда ли я вообще иду, что я чувствую по поводу пути, по которому ревизия, да, туда я иду, да. Да. Ну а как все-таки укрепить веру эту? Хорошо, там ревизию сделали, остановились, там медитируем, успокаиваем ум, мнение прочь
Вот, как все-таки вот укрепить веру? Что бы ты так вот посоветовала сходу? Действиями. Вера укрепляется действиями, потому что, опять же, да, вот если мы говорим про уровень фантазии, там делай, не делай, там не будет веры, что это получится. Человек просто это делает, потому что какая-то фантазия держит его в напряжении. Да, фантазия держит в напряжении. Она не дает ресурса. Я знаю очень многих людей, которые на своих фантазиях мотивировали себя менять. И это, да, изменения были действительно, там кардинальные изменения у людей происходили, но человек все равно не чувствовал себя собой. Да, и когда у человека возвращаешь то, что «а что твое здесь, вот из всего, что ты сотворил, что твое здесь?» И у человека начинается хаос, он теряется. А когда мы идем через нашу мечту, когда мы идем к своей мечте, и мы соединяемся с мечтой, мы чувствуем, тело откликается, нам прям, знаешь, вот как я когда даже вот сама погружаюсь и погружаю клиентов, когда мы погружаемся в мечту и выводим через воображение, да, проживаем ощущения, одинаковая реакция у всех, тело расслабляется. Вот клиенты начинают там зевать, они фух, все, расслабились. Да, что это есть, оно родное, оно мне близко, на это откликается сердце, и даже тело мое в моей мечте расслабляется. В фантазиях у людей не получается расслабиться. Там начинаются новые вопросы, а что теперь делать, чтобы эту фантазию держать на плаву? Да, и я не просто так веду людей, чтобы посмотреть, фантазия это или реальная мечта, потому что в фантазии у человека возникает еще больше новый уровень планки. Да, не расслабление какое-то, а что теперь еще делать? Окей, фантазия реализовалась, например, что дальше делать? Что делать, чтобы укрепить и удержать? И там начинается очень много процессов зависимости, очень много трат, потери времени и так далее. Вот это страшная территория. То А есть когда ты мы идем к убийца мечте, фантазии? ну, я, я скорее целитель человеческого состояния души. Я, наверное, больше могу сказать так, потому что душа, если она, знаешь, как для меня фантазия, это паутина. Фантазия — это паутина, в которой люди застревают. И в фантазии происходит разрушение. Там нету исцеления, там нету воодушевления, там постоянно нужно работать, 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 чтобы эту фантазию держать, чтобы она была в цельной картинке, да, вот эта картинка. А когда мы создаем что-то свое или идем по своему пути, в любом случае процессы, они будут про легкость. То есть нам легко это делать. Нам не нужно больше на это тратить усилия, нам не нужно больше в это вкладывать, вкладывать, вкладывать. Оно по-другому разворачивается, потому что нам дает тело сигнал о том, что мне в этом комфортно. Да, нужно делать действия, да, нужно совершать шаги, нужно какие-то поступки, но тело, оно расслабляется. Еще один главный показатель того, что вот мы идем по своей вере, что наш ум, он не находится в стрессе, он не находится в напряжении. И вера, она как раз и укрепляется, когда мы идем по своему пути, когда мы делаем маленькие шаги, а не пытаемся, да, сразу ухватить много, когда мы делаем маленькие шаги, и каждый шаг, он укрепляет нашу веру внутреннюю, и в себя, что мы это можем, и в свою мечту, что это тоже возможно. То есть мы продвигаемся, да, и когда вот это маленькое движение, оно идет по принципу расширения, да, вот дорога расширяется. Тогда вера укрепляется, когда мы начинаем чувствовать, что вот это мое, вот это мое, это мое. Все, эта вера становится сильнее. И она растет не принудительно, а она растет, потому что происходят вещи, которые мы Natural. делаем из себя. Все пытаюсь Да, перевести. естественным Естественно, образом. да, естественно. Естественным Как образом. это будет по-русски? Английский не выучили, а русский Да. уже забыли. Да, Украина, зато Но тут, знаешь, украинский помню. здесь, да, здесь тоже, знаешь, такой момент есть, что вот я наблюдаю за многими процессами, у меня есть ощущение, что пространство, оно и создает, притягивает такие ситуации в жизни, когда у нас происходит проверка на веру. И это очень интересный процесс, потому что вот эти проверки на веру, они нам даются неспроста. И как А только у нас что там появляются... же задолбалась эти проверки проходить? Что это такое? Проверяют и проверяют. Выгонять этих проверяющих надо уже. Уже хочется жить.
а не проверять. Но тут, знаешь, здесь больше проверки на веру, насколько тот процесс, который ты делаешь, он резонирует и соединен с твоей мечтой. Поэтому я это больше даже вижу как плюс. Да, это трудно, да, это бывает просто не понимаешь, что с этим делать. Но потом, когда проходит время, вот у меня так всегда в жизни происходит, проходит время какое-то, и я нахожусь уже в какой-то точке, продвинулась, нахожусь в какой-то точке, и я смотрю на этот опыт назад, чтобы Дальше, я посмотреть, думала, что вот это это пипец. проверка. Не, все нормально. И я понимаю, что, так, ё-моё, я действительно, вот эта проверка, которая была, она мне дала возможность отсеять все то, что мешало мне идти к моей мечте. Да, если я что-то делала, раз там не получается, оно из этого процесса выбивает. И я так, хорошо, посмотрим, как это развернется дальше. Да, то есть тут должно быть То приятие есть того, что балласт, даже получается, какие-то... сбрасываем, да? Вот таким образом. Да, да, То да. есть, чтобы, как говорится, зафиналить, если ты создаешь себе мечту, да, которая тебе резонирует, которая откликается тебе, ты для того, чтобы она стала реальностью, да, надо укреплять веру, да, в то, что она сбудется. Маленькими шажками, то есть как мы делаем? Мы делаем маленькие действия и прислушиваемся к телу, с удовольствием мы это делаем или нет. Если без удовольствия, сразу оно как бы даст о себе знать, да, получается трудности, и надо это все отметать, да, вот эти как бы условные проверки. А вот эта вера укрепляется вот этими результатами, когда ты понимаешь, неважно там какие-то ошибки или правильные шаги, это все равно какие-то действия. И мы как бы это проверяем, да, мы идем ее укрепляем, и это просто действие. Надо что-то хотя бы делать и прислушиваться к себе, и делать все с удовольствием. Если удовольствие ты не получаешь, значит, ты идешь не в ту сторону. Тебя сразу свернет околицами какими-то, и ты будешь идти дольше, медленнее. Вот, поэтому важно делать Да. все с удовольствием, в ритме танца. Да, и вот и мне в ритме танца, да, и мне очень откликается мысль о том, что этим миром правят смелые мечтатели на самом деле. То есть реальность создается смелыми мечтателями. Знаешь, вот я вижу смелость в данном случае, что если ты идешь по пути к своей мечте, и что-то в твоей жизни сейчас есть, но оно не помогает тебе идти к мечте, а скорее наоборот отвлекает, то если это отпадает, вот даже вера, да, верить в то, что это правильно, потому что нет, по сути, ничего правильного или неправильного. Вот все, что происходит на твоем пути, оно для тебя сейчас правильно. И смелый мечтатель — это человек, который не держится за процесс, который отваливается. Вот отвалилось, мы идем дальше, смотрим, как реальность, что реальность нам предлагает дальше. Потому что если намерение внутри есть, и это наша мечта, то в любом случае наша психика, она будет стремиться выровнять этот путь, чтобы мы шли четко к своей мечте. На уровне ума мы можем за что-то хвататься не свое. И вот это отваливается. Да, оно бывает жестко отваливается. Но само осознание, что значит это нужно для меня сейчас именно в таком виде, для того, чтобы сдвинуться дальше, принимать это и смотреть, как разворачивается дальше пространство. Знаешь, я верю в то, что мир о нас заботится, пространство о нас заботится. Поэтому даже в это Охренительно верить, это заботливая, уже да. дает. Да, оно о нас заботится, даже если нам кажется, что какой-то просто трэш происходит. Да, Но ты так оно когда и жестко отваливает, человеку, у которого вообще не развито, да, картинки у меня в голову приходят постоянно. Вот эти все скалолазы, которые там на Эльбрусе, на Килиманджаро, вот эти все снежные вершины, да, покоряют. У них же как бы это ужасно не звучало. Я, ну, конечно, восхищаюсь как бы смелостью и сумасшествием. По дороге к мечте, да, они ж многие погибают, и они же, естественно, тоже оставляют, потому что с собой не унесешь, обратно не повезешь, сколько там замерзших в этих льдах вечно. Зато вот он дошел к своей мечте. Вот так вот жестко, конечно, не хочется, чтобы отваливалось. А с другой стороны, понимаешь, это же твоя мечта. Почему они должны доходить к твоей мечте? Как бы это грубо не звучало. Ну, ты знаешь, это тоже некий принцип движения к мечтам. Кто-то идет на риски, кто-то идет на какие-то вот такие, я бы даже сказала, да, это игра со смертью где-то происходит, потому что если подвергать свою жизнь риску,
это тоже не совсем про мечту, да, потому что я согласна, что, возможно, кому-то очень нравится такие вещи делать, и я вот вчера я смотрела даже видео, где ребята снимают на видео, где они на небоскребах каких-то перепрыгивают через перила. Я, честно тебе скажу, я понимаю, что у людей Это же есть чьи-то такие дети, потребности. понимаешь? Это же чьи-то дети. У людей, да, но есть такие потребности. Но понимаешь, о чем эти потребности? Это адреналиновые вещи, которые дают людям вкус жизни, которые, как я это вижу, опять же, да, которые свою реальную жизнь сейчас не могут наполнить какими-то другими красками. И они наполняют это эмоциональным окрасом. А это тоже, да, где-то такой перелом куда-то в сторону, не про ценность. А это уже совсем другая история, да? Да. Мало кто из таких искателей приключений заканчивает хорошо, к сожалению. К сожалению. Да. Да. Дорогие зрители, если вы хотите, чтобы мы в эфире провели ревизию жизни мечты моей, то мы с удовольствием это сделаем, потому что первый раз вот за последнее время я прям очень хочу уже нашу сессию, потому что я поняла, что мне это надо. В последнее время приходила без запросов, мне казалось, что все понятно, надо просто двигаться вперед в ритме вальса. Надо все-таки почистить, чтобы оно проявилось, потому что я на самом деле действительно вот сейчас я не понимаю, куда я иду. Открылось много возможностей, о которых я не знала. И сейчас надо все пересмотреть срочно. Как, знаешь, помнишь, нам в Париж по делу срочно. Спасибо за интересный разговор. Как всегда, все насыщенно, интересно, познавательно. И столько инсайтов, я прям, не знаю, как 3 сессии прошли. Я для себя записала на видео. Буду пересматривать, и родилось очень много идей. Здорово, класс. Я благодарю наших слушателей, благодарю наших зрителей. Благодарю тебя за это пространство, которое вдохновляет и раскрывает, да, вот, хочется сказать, направляет в том числе в самоощущение, в самоисследование и в самопознание. Это очень ценно, это очень исцеляет. Поэтому благодарю всех, пишите.